Всем привет, друзья, с вами канал Cottage Studio, и сегодня в этом видео я вам покажу и расскажу все о механической клавиатуре под названием ViewSonic Q520. Почему же я купил именно эту клавиатуру, спросите вы? Потому что она является почти самой дешевой механической клавиатурой. Также у меня не совсем большой стол, и для тех, у кого такой же маленький стол, как у меня, эта клавиатура как раз таки подойдет по вкусу, потому что эта клавиатура, как я уже сказал, без нумпада. Также у этой клавиатуры не имеется ни одной макроклавиши, но здесь есть мультимедийная клавиша FN. Эта клавиша, естественно, бывает во многих даже мембранных клавиатурах. Эта клавиша отвечает за мультимедийные команды, которые, так сказать, бинды макроса, с помощью которой при нажатии этой кнопки мы активируем, так сказать, второстепенную клавиатуру, то есть второе значение клавиши. Как показано на видео, у клавиш F1, F2 до F12 и до принтскрина есть дополнительные команды, которые активируются с помощью кнопки FN. Далее я хочу показать обратную сторону этой клавиатуры. У этой клавиатуры есть 4 резинки, с помощью которых клавиатура у вас не будет никогда скользить по столу. И это плюс этой клавиатуры. Также присутствуют прорезиненные ножки. Вот эта резина, с помощью которой, даже если у вас будет стоять клавиатура на ножках, она не будет скользить по столу. Это плюс данной клавиатуры, потому что во многих бюджетных механических клавиатурах нету этих резинок на тех самых ножках, да и вообще бывает их нету. Дальше я хочу показать сами непосредственно переключатель TTS синего цвета в данной клавиатуре. Когда я заказывал эту клавиатуру, можно было выбрать синий и черный цвет. Честно говоря, я жалею то, что взял синие переключатели, потому что они очень шумные, ну и в принципе это, наверное, их один недостаток. Также у данной клавиатуры есть подсветка, которая имеет два цвета. Но в основном это один цвет, в который ходит два цвета. Синий и оранжевый цвет. При комбинации клавиш FN плюс Escape у нас включается подсветка. Клавиатура начинает светиться синим цветом. Как мы видим, подсветка синего цвета и клавиши VSD и стрелочки светятся оранжевым цветом. Ну, это такой дизайн, можно сказать. У этой подсветки есть два режима. Постоянный режим, то есть когда клавиатура просто горит. И пульсирующий режим, как показано на видео. Сейчас я включаю пульсирующий режим, комбинация клавиш FN плюс принтскрин, и у нас она начинает пульсировать, а не просто светиться. Если вы хотите, здесь можно выбрать мощность свечения клавиатуры 70, 100, 50, 20%, если же, к примеру, у вас режет глаза от подсветки. Ну и, естественно, эту подсветку можно выключить. Эта клавиатура является действительно механической, не мембраны там, не какой-то подставленной механической там. Это натуральная механическая клавиатура. И сейчас я покажу звук тапанья. Ну что ж, дорогие друзья, наш обзор на клавиатуру ViewSonic Q520 подходит к концу. Я хочу сказать вам, чтобы вы подписывались на канал, если вам нравятся наши ролики. Также делитесь с ним друзьями.